друзья! Привет! Впереди много праздников, Рождество, Новый год, и хочется приготовить что-то, чем можно будет украсить праздничный стол. И порадовать всех своих друзей и близких. И мы решили начать с закусок. Будем сегодня готовить 2 вида террина. Террин, это слово пришло к нам из французского языка, вообще говоря, обозначает емкость керамическую прямоугольной формы с крышечкой. Но благодаря этому, собственно, и блюдо получило такое же название. Ну, не у всех есть настоящий террин дома, но можно готовить из одноразовой вот такой посуды, либо силиконовой форме. Главное, чтобы она была прямоугольной формы. И что самое главное, террин – замечательное блюдо, потому что здесь полный простор для фантазии. Террины делают из чего угодно. Из мяса, курицы, рыбы, просто из овощей. Но сегодня мы будем делать 2 вида. Это будет террин из 2 видов рыб, красной и белой, и террин из куриной печени с сердечком. все количество ингредиентов, все будет в описании, как обычно, так что смотрите видео до конца, все увидите, читайте описание, и уверен, что вам удастся повторить и украсить свой праздничный стол замечательными терринами. Поехали! Поехали! Сначала зальем куриную печень молоком, чтобы она не горчила. Отложим ее в сторону и займемся рыбой. Очищаем филе от кожи. Сперва срезаем край филе, чтобы так легче было взяться за кожу и срезать аккуратно все оставшееся филе. Нарезаем его на небольшие кусочки и сразу перекладываем их в блендер. Добавляем чайную ложечку соли, пол чайной ложки черного перца, четверть чайной ложки кайенского перца и пробиваем все в блендере. Теперь в полученную массу вбиваем 2 яйца, добавляем 400 мл жирных сливок и еще раз все пробиваем до однородности. Вот такая консистенция должна получиться. Убираем ножи, чтобы перемешать все не перекладывая. Добавим немного мелко нарезанного укропа, петрушки и все еще раз перемешаем до однородности. Теперь очистим от кожи филе лосося. Нарежем филе на тонкие ломтики вдоль. Займемся формированием террина. Смажем размягченным сливочным маслом стенки формы и выложим первый слой приготовленной рыбной массы. Выравниваем, утрамбовываем и сверху положим ломтики красной рыбы. И снова слой массы из белой рыбы. Все аккуратно выравниваем. Накрываем форму фольгой, чтобы поверхность не поджарилась и осталась белой. Кладем форму в подходящий по размеру противень и нальем в него кипяток, чтобы наш рыбный террин запекался в водяной бане. Отправляем противень в духовку, разогретую до 180 градусов. Минут через 30-35 вытаскиваем форму с рыбным террином из духовки. Его надо охладить. Для этого мы выльем из противня кипяток и заполним его очень холодной водой.
и оставим охлаждаться минут на 40-45. Теперь снимаем фольгу, накрываем форму крышечкой или пленкой и отправляем в холодильник часа на 4. Возвращаемся к печени. Сливаем молоко и промываем печенку. В кипящую воду положим чайную ложку соли и в этой подсоленной воде будем варить печень. Пока печень будет вариться минут 15, очень мелко нарежем 2 луковицы. На разогретую сковороду добавим немного растительного масла и будем обжаривать лук. Натрем натертый морковь, примерно грамм 150. Лук приобрел золотистый оттенок, добавляем к нему морковь. Оставим их тушиться на медленном огне, а сами займемся печенью. Сольем воду, дадим печени сердечкам немного остыть и начнем их нарезать. Все пленки и жилки у печени удаляем и мелко-мелко нарезаем. Точно так же поступаем с сердечком. Нарезанные печень с сердечками добавляем к луку с морковкой. Посолим. Добавим пол чайной ложки черного перца, четверть чайной ложки острого кайенского перца и чайную ложку орегано. Основа нашего печеночного террина готова. Переложим ее в подходящую емкость. Добавим к ней 10 грамм нарезанной петрушки, 2 столовые ложки муки, 3 яйца. И все как следует перемешаем. Форму, как и для рыбы, смажем сливочным маслом. И начнем выкладывать подготовленную печеночную массу. Сначала положим половину и выровняем. По центру кладем в ряд вареные перепелиные яйца. Теперь кладем вторую половину. Выравниваем. Закрывать фольгой мы не будем, так как хотим, чтобы образовалась корочка. Отправляем в духовку минут на 35-40. Верх террина запекся, значит наш печеночный террин готов. Ему тоже надо дать остыть. У вас прошло всего несколько секунд, а у нас прошло целых 4 часа. Потому что мы должны были дать время нашим терринам остыть. А лучше вообще оставить их на ночь. Ну, столько терпения-то у нас нету. Поэтому начнем. Начнем. Будем переворачивать. Начнем с рыбы. Думаю, что да. На всякий случай всегда надо проверить, насколько отделяется ваш продукт от стеночек той формы, в которой вы запекали. О, Таким вот отлично. образом проверяем. Форму держит. Форму держит. Пока в форме, он форму держит. Держите. Опа. Фокус-покус. Па-бам. Отлично. Вот такая вот Террин номер 1. красота. Так. Террин номер 1. Убираем. Убираем в сторону. Так. Хорошо. Это тоже проверь. Сейчас.
Нам же сюрпризы не нужны. Конечно. Все придется переснимать заново. Мы, правда, съедим это повторно, потому что, уверяю вас, это очень вкусно. Ну, подожди уверять. Ты вначале попробуй. Я даже не сомневаюсь. Та-дам! Террин номер 2. Вот такие вот у нас получились славные терринчики. А теперь посмотрим, какие они получились внутри. Сначала террин рыбный. Он очень нежный, легко режется, хорошо держит форму. А теперь и печеночный террин. Он тоже очень мягкий, смотрите, и какой симпатичный внутри. Приятного аппетита! Ну что, настало время попробовать наши первые новогодние закуски. Я хочу попробовать рыбный террин. Я попробую печеночный. Мы еще приготовили такой легкий горчичный соус, но это кому по вкусу, можете тоже приготовить. В принципе, эти террины не нуждаются ни в каких дополнительных соусах. Очень вкусно. Не знаю, что сказать. Морковочка, лучок. Печень потрясающая. А это полный восторг. Просто. Нежное суфле. Дай-ка мне кусочек своей вилочкой прям. Просто тает во рту. Проверим. Видите, я не жую. Он просто растворяется. Побежал. Потрясающе. Уверен, если на столе будут такие закуски, Новый год будет счастливым. Однозначно. Пока до Нового года вы еще успеете подписаться на наш канал. Подписывайтесь, задавайте вопросы, делитесь своими рецептами, оставляйте свои комментарии. А главное, друзья, никогда не бойтесь экспериментировать. Готовьте с нами, готовьте как мы, готовьте лучше нас. И угощайте своих любимых фантастически вкусной едой. И не забывайте ставить лайк. Пока! Пока!